Друзья, всем привет! Сегодня разбираем первый забитый гол Хвича Кварцхелия и вообще матч ПСЖ против Монако. Победа 4-1. Какова роль Хвича в этой игре и что ждать от Кварцхелии в предстоящем матче Лиги Чемпионов против Бреста? Дебют в составе ПСЖ. Очень интересно, все моменты разберем, все покажу, разберемся, погнали. Друзья, приветствую вас снова на моем канале. Очень жаль, что предыдущее видео набрало так мало просмотров. Там я говорил про Сабу Гагличидзе, он был во главе угла. Но, видимо, все вы хотите говорить про Хвичу, разбирать его эпизоды, его голы. Поэтому специально для вас я этот выпуск и делаю. Вчера ПСЖ в пятницу играл против Монако. Хвича Кварцхелия снова был в старте. Третья его игра в старте в чемпионате Франции. Если в первой игре он отдал голевую передачу, но там была ничья с Реймсом 1-1, хотя ПСЖ по-прежнему не проигрывает, ни одного поражения в этом сезоне, вообще единственная команда из топ-5, которая еще ни разу не проигрывала. Тем не менее, знаете, дебют как будто был бы омрачен вот этим результатом. 1-1, ну, как будто могло быть и лучше. Потом была кубковая игра, потом была выездная игра против Бреста. ПСЖ все эти матчи выигрывал, но Хвича там не забивал. И вот случилось. Я думаю, вы этот гол уже многократно видели, но давайте мы его еще раз посмотрим. Вот так Хвича Кварцхелия открыл счет забитым голам в составе Пари Сен-Жермен. Но знаете, про этот гол уже много сказано, вы его все видели, вы видели радость Кварцхелии. Давайте мы вообще эту игру разберем максимально подробно, что там было, как Хвича играл. Я не могу показывать вам видеофрагменты, но скриншотов я нарезал, поэтому все ключевые эпизоды матча ПСЖ Монако прямо сейчас разбираемся. Для начала немного контекста. ПСЖ играл с Монако уже в третий раз в этом сезоне. До этого была победа выездная 4-2 в первом круге. Потом 1-0 выиграли в матче за Суперкубок. Там Хвича не играл. И здесь вот уже третья встреча. Кстати, с Брестом тоже будет 3 встречи, но всего за 3 недели. Здесь все-таки более широкий промежуток. И вот очередная встреча с Монако. Монако сейчас идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Я не думаю, что всерьез претендует на чемпионство. Все-таки ПСЖ как будто бы на голову сильней. Но, тем не менее, матч был принципиальный. Начало игры, 6-я минута, штрафной, вроде бы далеко от ворот, из-за пределов штрафной. Витинья подходит к мячу, Хвича Кварцхелия там пробегает мимо, и Витинья бьет, обводит стенку, попадает в угол. Ну, не знаю, не то чтобы ассист Хвича, но такое вот действие, ну, если не результативное, то полезное. Давайте скажем прямо. И вот, знаете, несмотря на такое резвое начало, казалось бы, ПСЖ быстро забил, все отлично. Сейчас каток проедет по Монако и не заметит соперника парижский клуб. Нет, не тут-то было. Не решили все проблемы парижане с игрой в обороне. Вот на 17-й минуте они пропускают, счет становится 1-1. А потом еще и на 29-й счет мог стать 1-2. Там был выпад хороший Доннарума. Посмотрите, как он потащил этот мяч, как вытянулся. И, ну, не скажу, что чудом, это, конечно, мастерство, но выручил, вне всяких сомнений. По всей игре, что я могу сказать в целом по Хвиче, посмотрите на карту его перемещений. Вот, знаете, это какая-то новая фишка Луиса Энрике. Вы помните, вначале мы обсуждали, кто будет Баркаля играть, или Дуэ, или Хвича. А он всех использует, и какая свобода. Посмотрите, в общем-то, нету какой-то одной точки, в которой Хвича чаще всего появляется. Я вообще, наверное, впервые в жизни видел его так много на правом фланге. Вот даже, видите, этот штрафной, который закончился голом, он был справа. Передачу уже на свой гол он тоже справа принимал. Но вот мы сейчас все эти эпизоды посмотрим, основные. Тем более, что, ну, откровенно говоря, Хвича мог и еще забить, и мог еще и голевой отметиться. Ну, все было близко, но, к сожалению, ничего этого не случилось. Сказал я про эпизод у ворот Пари Сен-Жермен, но на 36-й минуте, посмотрите, что было. Мы видим Хвичу Кварцхелию в обороне. Я честно не помню такого в Наполе. Может быть, я плохо матчи смотрел, может, я их мало смотрел. Но посмотрите, как низко опустился Хвича. И реально он там боролся до последнего. Вот видите, Луис Энрике дает свободу, но и требует, чтобы даже игроки линии атаки возвращались назад. Неважно, Хвича, это Дембеле или кто-то еще. Но здесь Кварцхелия к мячу не успел. Но, в общем-то, все обошлось для обороны ПСЖ. И
соперник просто не попал по воротам в этом эпизоде. 45-я минута, неплохая передача на Дуэ, здесь уже Хвича ассистировал, но партнер по команде не попал, хороший был момент, вот могло быть уже 1+1 у Хвичи, 2-1 к перерыву, но не получилось. Но отмечу, что вторые таймы Кварацхелия начинает как будто бы даже лучше, чем первый. Я не знаю, что ему там говорят или как он себя настраивает. Кстати, пишите в комментариях, если, может быть, в каких-то интервью вы слышали, как он настраивается на эти вторые таймы. Буквально 11 минут и 4 эпизода с участием Кварацхелия. Чуть позже его уже поменяют, но давайте по порядку. 48-я минута. Хвича прорывается в чужую штрафную, его роняют, посмотрите, был контакт, рукой защитник придержал, на мой взгляд, очевидный пенальти, судья это не видит, судья даже не свистит, ну и бог ему судья, как говорится. Но Кварацхелия не сдается, спустя минуту уже идет навес флангов, опять, кстати, с правого фланга Хвича Кварацхелия пытается как-то под мяч подстроиться, там он касается защитника, ну, я признаюсь, матч целиком не смотрел, вот этот эпизод, я не знаю, даже как будто даже углового не было, ну или, по крайней мере, ничего опасного с этого углового не было, тоже этот момент закончился ничем. Проходит еще 5 минут, Баркаля получает мяч, смотрите, он совершенно не торопится, смотрит на перемещение Кварацхелии и вот прямо в ножичку дает ему этот мяч. Кварацхелия убирает на замахе защитника, это можно пересматривать вечно, как вот просто улетает куда-то в космос, в никуда защитник Монако. И Кварацхелия, уже понимая, что вратарь с ним сближается, просто так вот в падении бьет в угол и забивает свой первый мяч за Париж. Радостное событие, не менее яркое, я бы сказал, празднование. Знаете, оно мне напомнило гол, забитый в ворота сборной Португалии на чемпионате Европы, когда вот Хвича просто со всей силы ускорился и покатился, сколько метров он проехал на коленях, там, не знаю. Ну, видимо, очень хороший газон в Париже. Ну и в конце вот это классическое «ложитесь спать, друзья, спокойной ночи, малыши», я бы это так назвал. И знаете, что самое интересное? Вот, ну, вроде бы забили, можно расслабиться, все 2-1, но Хвича не успокаивается. Я вам сказал про второй тайм, как он его быстро начал, как он его резво начал, как результативно. Спустя 2 минуты снова Баркаля, в этот раз уже с левого фланга, передает мяч Хвичи. И вот отличная позиция, даже не то что для удара. Посмотрите, там еще сколько партнеров. Есть вариации. И пробить можно. Но Хвича, конечно же, решает пробить. К сожалению, мяч в створ ворот не попадает. Ну и в довершение всех этих эпизодов, спустя 5 минут, уже Дуэ получает мяч тоже на краю штрафной. Есть варианты для продолжения. Посмотрите, здесь и Витинью, и Дембеле, и Хвича показывает: тут я, брат, дай мне мяч. Но вот Дуэ тоже хочет сам забить. В итоге в ворота не попадает. И, мне кажется, очень хороший момент упускает. Ну, в итоге ПСЖ забивает третий, потом Хвича уходит, ПСЖ забивает четвертый, закрепляется на первом месте, вопросов нет. Вот можете посмотреть статистику Хвичи Кварацхелии, очень много действий, очень много дриблинга. Вам тепловую карту я его уже показывал. Ну, такое ощущение, что Луис Энрике все-таки воспринимает его как основного игрока. И нет у него никакой дилеммы. Дуэ выпустить, Баркаля, Дембеле. Все будут играть, все полезные. У меня все свободные художники. Пусть соперник попробует понять вообще, кто на какой позиции. Слева, справа, ложная девятка. В общем, не так важно. Я уверен, что такая свобода, она точно пойдет на пользу Хвичу. Он не будет ей злоупотреблять. Тем более, что вы видите, что его оборона возвращается, если это команде понадобится. Ну, а теперь давайте посмотрим, что дальше. Вот таблицу чемпионата Франции я вам покажу. У ПСЖ ни одного поражения. Вообще, к слову, ПСЖ в последний раз проиграл 26 ноября в игре против Баварии. Во вторник эта игра состоится в 21:45 под Тбилиси. Первый Лига Чемпионский слот. Такой вот раунд плей-офф. Вечером, там позднее, конечно, все будут смотреть Ман-Сити Реал. Очень круто, что матч ПСЖ вынесли чуть-чуть пораньше. И я думаю, тем, кому работать на следующий день, это, знаете, уже не так критично. В принципе, вполне можно игру посмотреть. И я не знаю, забьет ли Хвич, даст ли он пас, но, по крайней мере, сейчас приятно смотреть на ПСЖ, на все эти перемещения, движения с мячом и без мяча. И вот давайте просто наслаждаться, главное, чтобы без травм, и главное, чтобы вот, как минимум в следующий раунд ПСЖ прошел, потому что там Ливерпуль или Барселона, это будет потрясающее противостояние, я совершенно уверен. Ну, а сейчас
прощаюсь с вами. На этом сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал, потому что впереди Лига Чемпионов. Поставьте лайк этому видео. Можете оставить комментарий, отправить друзьям. Напомню, моя цель собрать 10 тысяч подписчиков. Ну и еще в концовке давайте немного посмотрим ярких эпизодов с участием Хвичи Кварацхелия. Il est remplacé par notre numéro 9, Gonçalves.